Так, добрый день, дорогие мои, с вами Людмила Вдовиченко. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот цветочки. Небольшие, совершенно несложные, размером меньше ладошки. Сейчас мы с вами поэтапно разберем, как это мы все будем делать. Ниточки у нас Виолетта Тернард. Длина нити 282 метра в 50 граммах, тоненькая ниточка. И крючочек 1,05. Значит, как обычно начинаем вязание. Начинаем вязание вот с такой вот ягодочки. Ягодка маленькая в серединке у нас будет. Для этого нам нужно сделать начальную петлю. Провязать 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петель. Теперь соединяем их в колечко. Соединяем их в колечко глухой петлей. Соединили. Ниточку, которая хвостик, выкладываем так, чтобы она у нас уходила под столбики. Теперь вот в образовавшееся колечко мы будем вязать 60 столбиков без накида. Я для себя вот так вот решила, что набираю колечко на 6 петелек, значит 60 столбиков. Ну вот у меня в этом изделии, которое я сейчас делаю, все ягодки вот такого вот размера. 6 воздушных петелек, 60 столбиков. Ну а теперь нудно считаем до 60. 3, 4, 5, 6. Так, 56 провязали. 57. И еще хочу сказать, делайте столбики задним хватом, чтобы петельки вот здесь ложились максимально близко друг к другу. Вот. 57, 58. Не передом крючка подхватываем, а задом крючка подхватываем и делаем столбичек. 59 и еще один 60. Теперь смотрите, вот у нас тут получилась такая ягодка. Я ее вяжу более-менее плоской, не затягивая на изнаночку вот сюда вот этот ряд цепочки. У меня должно получиться здесь 20 петелек. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Так, получилось 18. Ничего страшного. Сейчас мы с вами делаем петлю подъема поворота. И нам нужно провязать ряд столбиков без накида, так, чтобы их было здесь 20. Раз у нас тут получилось 18 петель, значит нам нужно 2 где-то добавить. Здесь и здесь добавим, да? Значит, вяжем 1 столбик, 2 столбика. Вяжу за обе петли косички, смотрите, за обе. Делаем 3, 4, 5. Ну, добавляем в ту же самую 6, да. Теперь по одному 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ну что у нас тут? 1, 2, 3, 4, 15, да. Туда же еще 16 сделаем. Да, получится у нас 2 прибавки. Вот здесь 6, вот здесь 16 прибавили. Теперь 17, 18,
19 и 20. 20 столбиков. Пускай будет 21, там не важно, там мы его можем убрать потом. Значит, просчиталась малюха. 20. Так, и закрепляем глухой петлей в колечко. Вот у нас получилась такая вот серединка цветочка. Теперь будем формировать вот эти вот листики. Каждый листик будет формироваться отдельно. Следующим образом. Набираем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Набрали 5 воздушных петель. Теперь делаем столбик с 2 накидами. Делаем 1-2 накида и крепим столбик в основание цепочки. Вот туда же, куда мы глухую петлю делали. Вот в основание цепочки делаем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3. И 4-й прием провязываем обе петелечки. На крючке 1 петля. Сейчас мы с вами будем обвивать вот эти вот 2 петли. Будем выполнять вот этот вот элементик. Значит, для этого, чтобы его выполнить, почему я здесь сделала 2, можно было бы сразу же обвивать цепочку. Но тогда, когда 2 вот так вот вместе, оно получается более объемненько, более так жирненько, что ли. Значит, вводим крючок между ними, вытягиваем 1 петлю, 2 на крючке. Теперь давайте будем обвивать. Спереди подхватываем ниточку, обвиваем, подхватываем сзади. 1 обвитие. Спереди, сзади. 2 обвитие. Спереди, сзади. 3 обвитие. 4, 5, 6, 7, 8 и 9 обвитие. Вот смотрите, 9 обвитий. Я очень боюсь выполнять этот элемент, потому что очень часто нитка с крючка соскальзывает. Стараюсь просто выровнять. Вот крючок у нас имеет коническую форму. Я слегка вперед продавливаю его, чтобы все петельки растянулись, что ли. И потом вот так вот нежненько, придерживая большим пальчиком, протягиваем ниточку. Вот. Ура, получилось с 1-го раза. Бывает, что не получается. Ничего страшного, спокойно переделываем. Так, теперь ниточка у нас внизу. Да, мы ее, петелька наверху на крючке, ниточка внизу на пальчике. В следующую столбик без накида предыдущего ряда вводим крючок и подхватываем рабочую нить. Вот, подхватили. 1, 2, 3, 4, 5. У нас получилась цепочка из воздушных петель. Теперь столбик с накидом. 2 накида. И в ту же петлю, из которой мы начали вязать цепочку, вводим крючок. И провязываем этот столбик. 1, 2, 3. И 4-м приемом провязываем все 3 петли на крючке. Провязали. Теперь точно так же будем обвивать вот эти вот 2. Так же, как мы вот эту обвили, будем обвивать в серединку. Вкалываем между ними, вытягиваем 1 петельку. И начинаем обвивать 9 пар обвитий. Спереди, сзади. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 7, 8 и в девятую уже очень сложно попасть. Цепляешь вечно какую-нибудь петельку. 9. Так, поправляем, растягиваем петелечки, подхватываем рабочую нить и молимся, чтобы она с первого раза прошла через все обвития. Прошла. Чудненько. Вот получили мы 2 таких вот обвитых столбика, да? В следующую петлю, вот у нас эта петля, в которой мы крепили цепочку, в следующую мы делаем глухую. Вернее, не глухую, а вытягиваем петельку, да? 1, 2, 3, 4, 5. Шестым приемом провязываем обе петли, которые у нас на крючке. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Работу поворачиваем и делаем закрепку в вершину нашего обвитого столбика. Старайтесь найти здесь 2 петелечки закрепиться, чтобы одна не вытягивалась у вас. Глухой петлей закрепились и 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снимаем петлю с крючка, поворачиваем работу. Поворачиваем петлю, вводим в соседнюю, вот рядышком который столбичек, да, вводим сюда крючочек спереди, подхватываем петлю, затягиваем и вытягиваем ее через этот столбик. Теперь обвязываем столбиками без накида, вот у нас образовавшиеся вокруг листика цепочки. 9 столбиков будем вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот такая обвязочка получилась плотненькая. Вершинку обвязываем. Вершинку обвязываем 3 столбика. 1, 2, 3, ой, куда я понеслась? 3. Теперь 3 воздушных петелечки. 1, 2, 3. И еще 3 столбика. 1, 2. Сдвигаем, если не помещается. И 3. И обвязочку второй половины лепестка. Получается у нас вот такое маленькое пико, вершинка, чтобы было интереснее, да? И провязываем здесь 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Ой, 5. Сдвигаем, если не помещается. 5, 6, 7, 8, 9. Вот мы получили такой вот лепесточек. 2 пышных столбика и просто обвязочка такая по контуру. Теперь в следующий столбик делаем глухую петлю, закрепляем и еще одну глухую петлю в соседний столбик. Вот мы закончили с вами первый лепесточек и вышли на начало второго. Теперь второй лепесток делаем точно так же. Сначала 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с 2 накидами.
в ту же самую. 1, 2, 3, 4. И также обвиваем и формируем следующий лепесточек аналогичным образом. Вот формируем второй лепесточек, да, завершаем 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель, да, также снимаем, поворачиваем. Вот у нас после первого лепестка мы провязали 2 глухих, да, 1, 2, вот во вторую глухую закрепляемся и поворачиваем петельку, поворачиваем вот этой стороной, чтобы ниточка сзади была, поворачиваем так, чтобы ниточка была сзади, протягиваем и точно так же делаем обвязочку. Это я вам этот эпизодик показала, чтобы было видно, куда мы между первым и вторым закрепляемся. 1, 2. Ну, обвязочку делаем аналогично первому лепестку, да. И все остальные 5 лепестков точно так же формируем. У нас получается, мы с вами рассчитали, что здесь 20 петелечек. И получается, на каждый лепесточек у нас уходит 4 петелечки. Вот крепим эту цепочку и каждый столбик. На каждый лепесточек, получается, уходит 4 нижних столбика без накида. Вот для этого мы рассчитывали, чтобы у нас вот здесь вот было их 5 штук, 20 штук, чтобы как раз поровну хватило на все 5 лепестков. 3, 4. Вот. Заканчиваем выполнение 5-го лепестка, обвязочку. 5, 6, мешает, да, заворачиваем его, 7, 8 и 9. Вот мы закончили с вами 5-й лепесток, закончили. Что мы делаем дальше? Смотрите. Ниточку оставляем на изнанке, там ее пальчиком с изнаночки придерживаем, закрепляем вот эту нашу обвязочку, закрепляем глухой петлей вот здесь между листиками. И теперь ниточка сзади, и смотрите, вот в эти вот дырочки, которые у нас образовались вдоль ягодки, выполняем глухие петли. Нитка снизу, просто вытягиваем вот так вот глухие петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципе, в общем, тут даже считать не важно. Нам важно просто в каждую дырочку, в каждый столбичек провязать вот по такой глухой петелечке. Аккуратненько образовываем такой вот ряд цепочки по лицу. Мы с вами просто закроем вот этот вот некрасивый стык между серединкой цветка и лепесточками. Провязываем глухие петелечки, да? Провязываем в каждый столбик нижнего ряда, провязываем глухие петелечки. Так, ну вот почти закончили, да? Почти закончили. Еще одну и еще одну. Вот смотрите, в принципе, вот как бы на вкус и цвет можно даже так и оставить. Но у меня тут выполнена обвязочка вот еще по вот этим петелечкам. Сейчас я вам покажу, как это сделать. Берем ниточку, ну, сантиметров 40-45, наверное, вырезаем ее.
обрезаем ниточку и вытягиваем ее на лицо. Как-то закончили ряд. Втягиваем ниточку на лицо. Вытянули, да? Вот ниточку вытянули. И теперь смотрите, вот у нас образовался ряд цепочек. И за вторую цепочку, ну, вернее, дальнюю от себя, сейчас мы будем выполнять обвязку. Листик отгибаем назад, чтобы он нам не мешал. В первую же петелечку делаем, просто вытягиваем петлю рабочую, чтобы была, делаем воздушную петлю. В следующую делаем глухую и воздушную. И так обвязочку глухая, воздушная повторяем до конца ряда за заднюю петлю косички. Глухая, воздушная. Глухая, воздушная. Глухая, воздушная. Глухая, воздушная. Глухая. Вот. Воздушная. Глухая, воздушная. Заканчиваем ряд. Да, еще 3 штучки осталось. Глухая, воздушная. Глухая, воздушная. И еще одна, да? Вот здесь у нас еще одна глухая. Ну что, все, да? Глухая, воздушная. Воздушная. И закрепляем ниточку, протягиваем. Ой, не. Так, после глухой сразу же закрепляем, потому что после воздушной будет потом такой хвостик не очень. Блин, вот никогда не могу определиться, еще одну вот здесь надо или не надо. Давайте, наверное, еще надо. Вечно теряюсь, да. Давайте еще вот здесь. Глухая. Глухая. И закрепляем, да. Закрепили. Не бойтесь вот этого хвостика, который у нас торчит. Сейчас мы его красиво заправим. Берем толстую иголочку. Как толстую? Настолько, насколько нам нужна для данной ниточки. Заправляем ниточку. И вот так вот выкладываем, куда она должна у нас лечь, чтобы у нас образовался веночек. И выводим ее на изнаночку. Вводим ниточку на изнаночку. Вот вывели, и у нас получается наш веночек замкнулся в красивое колечко, да? Все, наш веночек замкнулся. И сзади ниточку крепим, просто несколько протяжек под ягодки делаем. Ниточка у нас хлопчатобумажная, она в принципе не будет сильно выдергиваться, но тем не менее 3-4 стежка я всегда делаю, перестраховываюсь. Все, обрезаем. И получили вот такой вот цветочек, такой же, как и все остальные. Вот, вяжите, тренируйтесь, превосходите меня. Желаю всем успеха. С вами была Людмила Вдовиченко. До свидания.